Хорошего вина становится все меньше. Все зависит, да, только от человека. И теперь не модно обрезать. Это так удивительно. Жонглируют, девчонки вокруг. Класс, я туда. И молодежь так и делает. Хотелось бы все-таки, чтобы мы были добрее друг к другу и к виноделам. Вот это самая важная вещь. Добрый день, дорогие друзья! Я Влад Волков из компании Винотерра. И сегодня мы решили провести такое интервью, чтобы разобраться, что на сегодняшний день происходит в мире вина, какие тренды, куда все движется. И для этого мы пригласили, не побоюсь этого слова, заслуженного деятеля российской винной и международной сцены, известнейшего винного промоутера и автора винных концепций, мою боевую подругу по разным проектам Влада Лесниченко. Привет, Влада. Привет, Влад. Здравствуйте, друзья. Первый вопрос разминочный. Начиная с февраля очень серьезные изменения происходят вообще в мире, в жизни. Какие ты видишь крупными мазками на поверхности изменения именно в сфере вина? В сфере вина, знаешь, какое важное изменение? Что вообще все начали на него смотреть. Все начали бояться, что оно вдруг исчезнет. И поэтому интерес к вину немножечко даже подрос, можно сказать, да, потому что все испугались за импорт, за именно импорт иностранного вина. Потом все испугались за российских виноделов, потому что мы все прекрасно знаем, что они работают, опять-таки, на импортных комплектующих, составляющих, материалах, саженцах, что уж говорить. Поэтому все немного так насторожились, стали подозревать, что скоро всех может ожидать очередной сухой закон. И вино появилось вдруг в новостных повестках, и это очень приятно, с одной стороны. Да? То есть, как у нас обычно, у русских даже есть на этот счет, очень печальная, но правдивая поговорка: не было бы счастья, да, несчастье помогло. Вдруг государство начало какие-то поползновения делать в сторону винного производства. Даже сами виноделы говорят, что им стало полегче. Поэтому здесь мы чувствуем даже некий такой подъем, какое-то брожение правильное, хоть спонтанное, да. Но здесь, наоборот, спровоцированное скорее. Да. Или наоборот, да, спровоцированное на таких некультурных дрожжах, да, но все-таки. Поэтому здесь, с одной стороны, есть интерес. А с другой стороны, действительно, мы один за одним теряем не только виноделов, мы теряем регионы, да и страны, да, и, конечно же, помнишь, была, когда мы были молодые, была такая реклама, что лучшей альтернативы нет. Хочется, чтобы была альтернатива во всем, да. То есть, я вчера делала интересную дегустацию бургундского молодого винодела. Ну, как молодого, 30 плюс, уже не молодой, да, уже опытный. И я зашла к нему на Инстаграм, что, кстати, очень редко для бургундцев, да, казалось бы, от Сахи, точнее, уже от не Плуга. очень редко, на самом деле. Уже все, да, все, конечно же, выходит и это, кстати, тоже хороший тренд, инновации в винном бизнесе, да, в винном производстве. И я посмотрела на его Инстаграм и увидела совершенно замечательную вещь. Думаю, сейчас посмотрю, как он свои бутылки рекламирует, что он про них пишет, там, сколько в дубе в новом, сколько в старом, какой старый и все остальное. Он про свои бутылки не пишет совсем, он снимает виноградники. И у него сравнительные дегустации замечательных вин всего мира. И это настолько здорово, что даже бургундец, казалось бы, да, ты просто можешь своего соседа попробовать, и уже ты, в принципе, картину мира знаешь. Он пьет все французские важные значимые регионы, конечно же, Шампань, и Бордо, и Рону, у него есть и Эльзас на столе всегда, Пьемонт обязательно, Риоха, все это есть, то есть все держат руку на пульсе. Хотелось бы, чтобы и мы ее держали, да, и поэтому нам сейчас приходится пересматривать свои портфели, свои карты, свои ассортименты в винотеках, да, искать какие-то новые регионы, но самое интересное, что это все равно всеобщий тренд, потому что мы видим, что хорошего вина становится все меньше, оно становится все дороже. 19-й год в Бургундии показал, 19-й год показал в Шампани, как можно в хорошую, казалось бы, в жаркую погоду практически полностью потерять урожай. Да, поэтому этот пересмотр новых регионов идет везде, и связан он и с социумом, и, к сожалению, конечно же, и с природными условиями. Да, но то, что ты говоришь про виноделов, мне кажется, что это еще и смена поколений как раз. И новые виноделы, то, что новое поколение старых винодельских хозяйств, часто бывает так, что они уже настолько интегрированы во все. Просто я как раз
соглашаясь с тобой, помню, что даже там у какого-нибудь более маститого такого международно известного винодела, как Николя Рассиньоль, например, ты открываешь его Инстаграм, у него нет вообще своих бутылок, там только чужие. Да, вот это самое интересное. И это, с одной стороны, это вот расширение кругозора у, собственно говоря, виноделов. И, ну, и для нас, мне кажется, это тоже важно, максимальное расширение кругозора как раз. Абсолютно, да. И очень важно, знаешь, что вот раньше мы снобировали, ну что, давай признаемся честно, да, мы какие-то сорта считали, ну, не то, что сорняками, неправильно это говорить, ну, считай, майна у нас были сорта и мейджа, да, а сейчас мы настолько раскрываем наше сознание, мы смотрим, что в хороших руках, на хорошей земле, даже самые простые какие-то, да, незначимые сорта раскрываются совершенно по-новому. Плюс возвращается столько интересных, и это, кстати, тоже тренд, возвращается столько интересных, традиционных, казалось бы, да, но забытых технологий. Даже вон такая как бы базовая считалась вино для народа, вещь как коферментация, и то стала модной. Да? Смотри, как здорово ей занимаются тоже молодые, особенно натуральные виноделы. Поэтому вот все старинные, да, скажем, даже не то что традиционные, а исторические технологии тоже сейчас в тренде и с удовольствием используются, ну, может быть, не самыми такими, скажем, статусными регионами, но зато вот как раз в тех регионах, которые получают новое дыхание, этим заниматься очень-очень интересно. Ну да, у них получается, что и больше свободы. Да, абсолютно. Да, вот как раз вчера была новость про то, что система апелласьонов создается в России. И это такая очень двоякая история. С одной стороны, мы действительно входим в ту зону, в которой развивалось иностранное, ну, не так скажем, мировое виноделие, да, без какой-то дисциплины, конечно же, нельзя, да, вырасти, да, потому что тебе нужно... Ну, некий порядок нужен. Некий порядок нужен. Но, с другой стороны, сейчас была возможность, да, играть, создавать вообще на чистом поле все, что ты хочешь. Ну, все зависит, да, только от человека, да, то, что если ты любишь то, что ты делаешь, ты сделаешь это хорошо. Но вот эта система апелласьонов такая вещь, о которой, в принципе, можно сделать отдельную. Абсолютно, да. То есть, мы знаем уже и деструктивная сила апелласьонов тоже, и многие, да, виноделы, которые являются звездами, они выходят из апелласьонов именно по той причине, что апелласьон становится для них обузой, да, это и Chianti Classico или даже Вайнфюртель, например, в Австрии. С другой стороны, тебе не кажется, что рановато апелласьон у нас? Апелласьоны фиксируют некую винодельческую традицию. Абсолютно правда. Какая винодельческая традиция есть в России? Непонятно очень. Ты знаешь, интересно как раз-таки поднять эту винодельческую традицию, потому что я недавно, знаешь, задумалась, какой сорт в России назывался ладанным. И начала, вот, представь, Петр I назвал некий сорт ладанным. Петр I, кстати, такая движущая сила была для виноделия в России, одна из первых, наверное, да. И, ты знаешь, в разных источниках я нашла, что ладанный был и мускат, и рислинг. И какой конкретно сорт это был, непонятно. А вот ладанный часто встречается в литературе, и хотелось бы как-то с этим... Да, мы говорим о том, что вот назвали игристое вино шампанским, да, чужим, совершенно чуждым нам, ну не чуждым царским столам, может быть, да, но все-таки чуждо нам географически топонимом. Чего же мы своего слова-то не нашли? Смотри, какая красота назвать сорт ладанным, да? Вот ты же можешь даже... Почему меня ассоциация вызывает? Я почему-то, если мне сказали, какой сорт бы ты назвал ладанным, у меня почему-то ассоциация, есть белые сорта, в которых есть тон лаванды. Вот лаванда и смолистые тона, они где-то перекликаются. Я бы вот туда куда-то искал. Ну, да, почему бы нет. Ну, я вот как раз вот между рислингом и мускатом склоняюсь больше к мускату, вот это потому что сухая роза, может быть, и горчина, да, которая отличает мускат, может быть, все-таки ближе к этому мускату. Так вот, мы своей традиции не знаем, да, понимаешь? Конечно. Потом вот это совершенно, это знание, я рассказываю, у меня эта история во всех бочках затычка, но она настолько интересная, что мы с тобой, помнишь же, занимались миноритарными сортами шампани и выяснили, что есть вот такой арбан, и вот что он нейтральный, что он мелкий, с такой, значит, дает классную кислотность, если вдруг ее не хватает. Почему этот сорт, да? Не просто же так он был включен в реестр. И оказывается, в России есть такой сорт шампанчик,
про который я тоже много ковыряла, слишком название красивое, да, я падкая на красивые названия. Вот. И я выяснила, что, скорее всего, может быть, у него есть корни с этим самым Арбаном, а может быть, вообще это какой-то клон, который оказался у нас на земле. Поэтому вот сначала покопаться, выяснить традицию, да, попробовать все сорта. Вот, например, ругают там некоторых виноделов. Зачем вы высадили темпранилью? Зачем вы высадили Санджовеса? Зачем вы высадили Неббиола? Это классно. Ну, а как бы без пробы и ошибок абсолютно не получится ничего. Получится. Да. Мексиканцы привезли к себе Неббиола, все считают, ну, прикольно. Но потом, правда, это оказался не Неббиола в итоге, но что поделать. Ну, да. Или там Уругвай, вон, пожалуйста, Тона. Причем здесь Тона и Уругвай, да? Ну, а мы сейчас знаем, что вот сорт Тона, это не только там юг Франции, да, но еще и Ну да, потому Уругвай. что более разумно все равно международные сорта, понятно, с ними есть технологии, которые и позволяют их более-менее везде что-то с ними делать, но с другой стороны, все-таки, если говорить про долгую историческую перспективу, то автохтонные сорта винограда точно для своей местности подходят лучше. Лучше, а у нас их 85. Вот, ну, пока. Да, это пока. Нет, я имею в виду российских 85, а мы их вообще не. Ну, как? Ну да. Сибирьковые. Все, да? Ну, еще Сухолиманский. Да, кстати. Ну, вот, в общем, мы штук 20 наковыряем, а их 85, и вот, пожалуйста, занимайся вообще сколько угодно. Ну, да, тут, конечно, бизнес вмешивается уже, потому что продать шардоне легко, а продать сухолиманский сложно, или сибирьковый. Но это же тоже тренд. Да, но это чуть-чуть дольше будет развиваться, но результаты от этого будут тоже более долгоиграющие, потому что шардоне в России сейчас просто невероятное количество и огромная конкуренция. Это правда. Вот, ну и, может быть, чуть-чуть больше конкретики хотелось бы перейти, тем более, что ты создаешь очень много винных карт, и все время у тебя все это на глазах и под рукой. Что сейчас делать сомелье, что сейчас делать тем, кто делает винные карты? Ведь выпадают бренды, выпадают производители, выпадают регионы, проблемы с остатками, вино плохо завозится. Как сейчас меняется винному цена. профессионалу, да, как с этим справляться? Да, и цена, безусловно, тоже, к сожалению, меняется только вверх. Ну, иногда вниз, что тоже странно, а потом сразу опять вверх, и, конечно, сомелье сходит с ума, да, рвет на себе волосы на голове. Вот, что с этим делать сейчас? Что с этим делать? Ты знаешь, мы с тобой уже, наверное, лет 10 в лекциях про карты говорим о том, что, ребят, перестаньте, во-первых, печатать карты в книжках, вот в этих, да, вот кожаных переплетах, ламинированные, на редкой бумаге. Бумаги тоже нет, кстати, помнишь, да? Да, и чернил в принтерах не всегда хватает. Не всегда хватает, поэтому, ну что, соответственно, можно, конечно, заказывать карту у каллиграфа, да, это будет очень красиво, и людям будет приятно ей пользоваться, но это все тоже очень не оперативно. Поэтому, если есть возможность поставить маленький принтер у себя в подсобке, да, это стоит сделать, купить недорогую бумагу, но сделать классный дизайн, да. В принципе, винная карта – это же такая штука, которая тебе, это не только не только прескурант, да, вот помнишь, такое слово было, прескурант, прилепленная торговый дом у Елисеевых, да. Да, прилепленная на стене, и там мухи, значит, иногда ползают по нему. Это не прескурант, это вещь, которая настолько может повернуть человека в твою сторону, да, и мы не должны забывать, что это меню. То есть она, первое, что она живая, она развлекательная, да, мы же в меню, смотрите, как интересно меняется предложение блюд. То мы, значит, писали по-пушкински, расписывая вкусненькая, жирненькая пулярочка, начинен, а потом начали через слэш. А потом начали какие-то незнакомые слова, чтобы человек подозвал официанта и спросил, а вот это кимчи, это что такое, да? То есть мы же играли с меню. Точно так же можно играть с винной картой. Красное, сухое, легкое. Да, ну, вот все эти американские штуки связаны вместе с перекрещенные с французской картой, да, с французской традицией, плюс немножко русского, да, какие-то игры классные. Сколько карт существует там с участием литературных героев, каких-то ассоциаций. Там, инфографика, что угодно, да. Можно, конечно, играться сколько угодно, надо обязательно только хорошего дизайнера иметь. А дизайнеры все время норовят сократить, знаешь, карту, там, сорта убрать или еще что-то. Оставить только картинки. Оставить картинки, да. Но с ними надо бороться. Поэтому самое важное, что ваша карта должна быть живой. Если есть возможность написать цену от руки, да почему нет, правда? Хуже, что гость, к чему гость хуже относится? К стопам и к неверной информации.
это все, да. То есть вот мы пришли в замечательное на Никитском бульваре заведение, по понятным причинам я его не буду называть. Классные цены на бокалы. Ты не представляешь, предложения максимально разнообразные. И мы с девочками, а я с девочками, они на меня смотрят, ну давай, дерзай. Покажи, на что ты способна. Покажи, на что ты способна. И я такая, а вот это, нет, а это закончится, а это вот сейчас уже не так стоит. Ты понимаешь, да, если приходит обычный человек, он говорит, все, пожалуйста, принесите мне пиво. Или коктейль. Или вообще ничего не надо приносить, я пошел, да. Я пошел, да. Все. А мы обязательно должны думать о том, что карта живой организм. И... Надо ставить себя на место гостя, да, всегда. Да, это первое. Потом мы понимаем, что цены выпадают. Важно, вот, кстати, существует сейчас в Телеграме, к вопросу о технологиях и инновациях, классная группа, которая называется «Что почем?». Где, что почем. То есть сомелье, которые не очень хорошо знают прайс-листы торговых компаний наших виноторговых, они туда размещают бутылочку и говорят, у кого, сколько стоит. Классно? Да, классно. Это такой Telegram Wine Searcher. Да, абсолютно, да. Потому что, к сожалению, у нас на Wine Style прекрасный, да, без рекламы, прекрасный большой сайт, такой, как называется, это, агломератор, да, всех вин, но там нет поставщиков. Ну, пожалуйста, сомелье нашли выход. Это же здорово? Ну, здорово. Но лучше все-таки, конечно, прайс-листы изучать, потому что иногда ты открываешь прайс-лист, и у тебя рождается новая секция. Не то, что новое вино ты нашел, а какая-нибудь новая интересная секция. Это могут быть классные какие-то розовые, насыщенные, подходящие к твоей еде. А куда сейчас розовые? Да? Да куда угодно, вино-компаньон. Держит любые специи, любые соусы, да, восточную кухню, азиатскую кухню, пожалуйста. Плюс какие-нибудь, естественно, сейчас лето, у нас розовое становится на уровень красного, все мясные блюда, особенно там гриль со специями типа люля-кебабы, мангалы, пожалуйста, все сюда. И, кстати, как и тренд падения красного, либо не падения даже красного, в мире зафиксировано падение красного вина. Почему? Потому что ищут низкий алкоголь, ищут более легкое вино, поэтому вот розовое либо сюда становится, либо мы ищем клареты какие-нибудь классные, да, то есть ты, открывая карту, особенно прогрессивных виноторговых компаний, иногда ищешь не просто вино, а ищешь тренд, и это очень-очень здорово. Вот кто-то нам привез сейчас греческое, кто-то занимается Турцией, да, кто-то Сербией, насколько я понимаю, занимается, это очень здорово, да, друзей надо поддерживать всегда. И замена целым новосветским категориям, как Америка, как Австралия, как Новая Зеландия. Вот недавно один прогрессивный парень в своем интервью сказал, мы будем искать новые регионы, но Латинская Америка и ЮАР, наверное, в это число входить не будет, потому что Чили, Аргентина и ЮАР – это огромные кооперативные технологические винодельни. Да позвольте. Это не так же. И та-та. И та-та, друзья. Уокер Бэй. Уокер Бэй. Почему вы не... Да, даже просто Свартланд, да? Ты, когда начинаешь ковыряться, особенно мне нравится и та-та, у людей просто рвет башку пипенья, литровые бутылки, это новая рецина, это новый гемиштерзац, я не знаю, все что угодно. Любые технологии, главное, чтобы вино было молодое, клевое, ароматное, подходящее с завтрака. Паис наше все практически, да, альтернатива гамме. Пино-нуару вообще уже не говорим, да, гамме и всему остальному. Плюс, знаешь, что я нашла? В Аргентине, нет, все-таки, слушай, я забыла, в Аргентине или в Чили? В Чили молодая пара. Вот давай. Отпусти сознание, вспомни самые исторические методы производства вина. Что они умудрились сделать? Со старыми лозами с сенцом. Горшки? Нет, горшки я бы тебя не спрашивала. Лагары. Да? Коровьи шкуры. Коровьи шкуры. Бурдюки. Шьются бурдюки. Не внутренности, да, потому что есть еще внутренности, мы до этого дойдем, я думаю. Это интересная технология, почему нет? Да. Коровьи шкуры шьются, происходит там ферментация. Ты знаешь, по-моему, сенцо или пино-нуар они делают. А потом фильтрация происходит через шкуру, которая прессуется. То есть они этот же бурдюк. То есть через швы, грубо говоря. Через швы, видимо, кожа старая, может быть, где-то, да, все-таки это пропускает. То есть фильтр это же кожа получается. И, короче говоря, они все это дело пропускают, а осадок весь остается в шкуре.
И я, знаешь, у кого это прочитала? У Азимова, конечно же. И он говорит, мне когда привезли это вино, я боялся его пробовать, я вам честно скажу. То есть я готов ко всему. Но Вдруг тут... коровье бешенство. Да, к обезьянему еще добавится. Ну вот, говорит, я прям боялся открыть. Я открываю бутылку, наливаю в бокал, значит, пробую аромат. И это потрясающе. Никакой кожи, никакой вот этой скотины, ничего нет. Бледная, цветочная, ягодная. Совершенно потрясающие вещи. Поэтому можно найти, ну, понятно, что это дурка, да, но можно найти очень интересный, там есть, знаешь кто? Консультант по геологии, который считается на втором месте после семьи Бургиньонов. Он чилиец, но ездит по всему миру, проверяет состояние твоей почвы, дает тебе конкретные там рецепты, как с ней работать. Да? Он стал сам делать вино в Чили, потрясающие пино-нуары со старых лоз. Ну, очень-очень интересно. Там сейчас такой процесс идет, который, может быть, мы не видим, да, потому что мы привыкли относиться к этим 3 странам, ну, немножечко свысока. Ну, разве что Мальбек мы, конечно же, всегда любили. Ну, не мы, но любили. Кому как. Да, ну подождите. Но все-таки и там, и с Мальбеком тоже могут работать элегантно. И даже последние, да, у нас, не последние даже, традиционные, возвращение к традиционному юго-западу, мы смотрим, каким Мальбек может быть замечательным. Короче говоря, искать можно бесконечно. Wine Enthusiast я почитала. Enthusiast. Wine Enthusiast я прочитала недавно, значит, спросили Нет, это Wine Fair было. Неважно, американский журнал. Спросили у ведущих сомелье американских, какие они считают underrated, да, недооцененные винные регионы. Первый номер, знаешь что? Знаешь, какой регион? Лаго ди Бальзено. Лацио, Рим. Я там был даже. Это между Тосканой и Римом. Совершенно верно. Зона это с Монтемьято хорошо невероятная. Видно очень, да. Это вулкан миллион лет назад создал кратер, и этот кратер заполнился дождевой водой. Налилась совершенно невероятная чистая влага, которая сейчас вулканическое озеро. Вокруг него существовала зона красного вина, называется алиатика ди чего-то, сладкая, ну, алиатика, понимаешь, да, такое. Но ребята туда пришли и высаживают канайола, санджавезе и вот эту стилистику лацио римовскую, да, и говорят, что какие-то совершенно сумасшедшие вещи получаются, и американцы уже об этом знают, а мы еще нет. Вот, и поэтому понятно, что называется Сицилия, Австрия, да, особенно Штирия. Кстати, вот кажется мне чудесная альтернатива Бургундии. В том числе. А я, кстати, вот ты говорила сейчас про Южную Америку. Мне кажется, что вот сейчас время нас заставляет вообще забыть последние стереотипы, какие только у нас вот были. Это точно. Ты вспоминала майнер, да, сорта малозначимые и многозначимые. И вот Сенсо – это же великолепный сорт, на самом деле. И я как раз про Южную Америку вспомнил еще сорт Бонардо, да, например, абсолютно. которые они сошли с дистанции. Почему? Потому что они не давали цвета, не давали алкоголя и давали слишком много кислоты. Все, за что мы сейчас любим сорта, у них все есть это. Ну, пожалуйста. Поэтому они как раз и возвращаются. А про Сенсо почитать, дорогие российские виноделы, почитайте про Сенсо, потому что то, что мы сейчас все встряли в пино-нуар, а получается все равно уваренные джемовые ягоды, ну не у всех, но все-таки в основном, да, это южный профиль. Сенсо очень любит жару, поэтому он прекрасно себя чувствует. И в Южной Африке тоже, получается же, у Баден Или Коста. на юге Франции. Или на юге Франции, да. А он прекрасен как раз в жаркой среде, ну, понятно, все равно скудные почвы, но именно жару он совершенно спокойно переносит. Я с тобой полностью солидарен. Оставаясь при этом свежим, ягодным, цветочным. Я вот пробовал тоже Сенсо как раз и из Южной Африки, которые просто мега элегантные. И, видимо, кондиции винограда такие, что там особо в погребе ничего не нужно делать. Нет каких печати таких тяжелых технологий Абсолютно. на этих винах. И во Франции, вот Домен де Пияк, очень редкое вино, они делали Сенсо, и мы как-то его пробовали в Испании, наверное, уже в возрасте 12-14 лет. Ну, и я бы, честно говоря, вслепой подумал, что это вот Бароло уровня Монвельера примерно, вот такого. То есть цветочный, тонкий, с хорошим танином, на самом деле, тоже. Он прям не совсем жидкий. Да-да-да.
Вот. И Бонардо тоже вот как бы то, что сейчас там делает, это очень похоже на классные крю де Beaujolais на самом деле. И в них 12,5-13% алкоголя. Поэтому ты совершенно, я считаю, права, что никакой регион списывать не нужно Это вообще. и ни сорт, ни регион, вот все время пытаются наши эксперты немножечко так поднаехать на мускат. Мы очень сильно против. Абсолютно, Мы за мускат. да. Но за определенную стилистику. Всем, кто хочет наехать на мускат, всех отправляем в Южную Штирию и попробуйте вина из Гелбер Мускателлер. Вот точно, абсолютно. Да. Да, и в принципе... Ну или в Крым. Вот, хотела сказать, что в России мускат замечательный сорт, особенно когда ты делаешь его в сухом стиле, в свежем, это наше абсолютно четкое виньо верде. Лучше всего еще мел и холодный виноградник. Холодный виноградник, прекрасно. Кстати, как у Рэма. Возвращаясь к тому, что делают сегодня, как ты относишься к цифровым винным картам, которых нет на бумаге? Потому что, понятно, что нас там еще локдаун, коронавирус подтолкнул к тому, чтобы люди ничего не трогали. Вот, но это просто, по моему мнению, с одной стороны, к этому довольно сложно привыкнуть. Ну и все-таки даже какими бы огромными ни были смартфоны, это тяжело читать. Правда. С другой стороны, есть все-таки и некоторые позитивные моменты. Во-первых, не расходуется бумага, бережется лес, выбросы и все такое, экология, А во-вторых, все-таки это супермобильная карта, ты можешь ее редактировать онлайн практически. Что ты думаешь по этому поводу? Абсолютно верно. Вот когда начиналось это все, я вот даже помню, с кого это начиналось. Wine and Crab делали, первые. Сережа Антонов, большой привет тебе, Он пытался, люди игрались, чего-то там пальчиком перелистывали, но понимали, дайте, пожалуйста, принесите все равно. Кстати, я вспомнил еще до него ресторан Пино Нуар Артур Саркисян. Серьезно? Да. Артур? Это первая винная карта на iPad была. Это здорово. Вот какие у нас, видите. Извини, что перебил тебя. Не, правильно. Сначала все поиграли, потыкали, но вернулись, конечно же, больше к печатным вариантам. Я тоже люблю печатные, мне интересно перелистывать страницы, хотя, многие тоже раньше говорили, что вот все-таки я книгу люблю читать бумажную. Все больше и больше людей читают все-таки книги в электронном виде. Здесь то же самое, мы все равно перестроимся. Удобно сочетать. Классно, когда у тебя есть бумажная версия, и обязательно должна быть версия электронная. Знаешь еще, чем она удобна? Когда ты собираешься идти в ресторан, ты заранее посмотрел меню, и точно так же карту. Ужасно раздражает, когда, особенно в модный ресторан, ты новый идешь, ты же заранее посмотрел, вот эти блюда мне интересны, я пойду. То же самое хочется с вином. Может, посмотреть винную карту, заранее узнать, что для тебя подготовил сомелье. Это очень важная информация. И, конечно же, например, в обычной карте, в печатной, мы можем не писать сталь, дуб, горшок, я не знаю, яйцо, коровья шкура, а как раз вот в электронных картах это позволительно, и это даже очень здорово, когда мы вино можем раскрыть вообще со всех сторон. Даже можно все что угодно загрузить, хоть видео от винодела. Абсолютно. Большой привет, И помнишь, сколько говорили об этих технологиях, когда маленький сомелье у тебя вдруг в луче лазера возникает и с тобой разговаривает. Голограмма, Это может быть пока все-таки еще такое из разряда летательных... Сразу вспоминается Нил Мартин и его винодел голограмма. Но, может быть, это будет в прекрасном будущем очень скоро. Да, я вот в Мрии видел как раз тоже робота-сомелье, но пока, конечно, он плохо ориентируется в вине. Ты знаешь, у нас-то и до сих пор есть роботы-сомелье и живые, поэтому чего уж говорить про робота. Ну, давай тогда дальше уже более с прикладными проблемами разбираться. У нас сейчас, очевидно, совершенно проблема с шампанью. Это и уходят большие бренды шампанского с рынка, которые занимали огромную его часть, и какие-то виноделы отказываются поставлять вино в Россию. Вот что нам теперь, как нам жить без шампанского дальше? Тяжело. Или с малым количеством шампанского? Да, с малым количеством все равно придется жить, потому что есть маленькие рекольтаны, которым большие комитеты не указ, слава богу, и они будут оставаться с нами, надеюсь. Но в любом случае, даже несмотря на эту ситуацию, с шампанью сложно. И цена растет, и у них там постоянно неурожай и все остальное. Все ищут альтернативу. И альтернатива чудесным образом находится. Классический метод сейчас в тренде,
как раз он и лежит в основе того, что социум меняется, хочет более зожное вино с низким градусом, подходящее ко всей модной, да, сейчас такой кухне, которая там фьюжн можно называть, как comfort food, да, и как раз к ней традиционный метод совершенно идеально подходит. Ну, мы начинаем, наверное, с сектов, как, наверное, самой модной, острой темы. Тем более у Германии и у Франции, в частности, шампани, всегда была большая связь. Вспоминаем Круга, вспоминаем Кеслера, которые... Вот это интересная история, да? Ты знаешь, почему немцы были как раз в Шампани приезжали? Знаю, да, но они ехали стажироваться, нет. Я, кстати, другую версию знаю. Она двойная. Они, так как немцы у нас считают лучше всех, ну, так принято думать, пунктуально и все такое, тоже некий стереотип, они приезжали туда в качестве бухгалтеров, потому что расточительные французы не могли иногда свести концы с концами, потому что действительно рос интерес, особенно и начал же возникать экспорт вдруг, когда там в 28 году, да, Людовик XVI разрешил этот закон, начался дикий совершенно экспорт, плюс продажи по стране, и нужно было, чтобы кто-то считал бухгалтерию. Немцы поехали, швейцарцы поехали, точные ребята, да. И плюс, но остались только швейцары, и немцы, а швейцарцы нет. Да, они начали, соответственно, заниматься и бухгалтерией, но им не понравилось, так как страна-то винодельческая, они увидели, что, оказывается, тут интересные истории. И вот Круг остался, да, Клюк, а Кеслер уехал. Кеслер уехал, да. И вот получилась такая, знаешь, и сейчас происходит то же самое. Шампанисты приезжают в Германию, в Британию, как мы знаем, да, покупают многие ребята серьезные дома, земли в Англии для того, чтобы делать игристое, альтернативное, ищем мы, да, новые регионы из-за климата. Но и вот рислинг же, он потрясающий в игристом виде, и цена как раз абсолютно, да, очень-очень удобная. На мой взгляд, тоже. Вот, во-первых, все-таки действительно самые старые традиции игристых вин за пределами Шампани — это именно Германия, так получается исторически. И, во-вторых, действительно, у них есть и возможность довольно близко подходить к стилю самой Шампани, если они используют шампанские сорта, или делать абсолютно уникальный стиль, но, опять же, на уровне самой выдающейся Шампани из рислинга, что абсолютно неповторимо, и скопировать это будет невозможно. Да, поэтому я согласен с Зектом. Абсолютно, да. Если мы еще, да, пино нуар и пино минье, так у нас и шардоне, у нас получается полный, да, шампанская троица. Ну что, мы не можем опустить, да, за рамки нашу чудесную Испанию. Как, мы не будем говорить это слово из 4 букв? Да, потому что там ничего не осталось. Да, будем говорить слово карпинат, да, ну и аноя, да. Да, Конко дель Рио Даноэ, да. Ну, в общем, собственно, да, каталонское игристое вино, скажем так. Да, и мы, посмотри, тоже наметился тренд идти в шарело, в чистое, да, это тоже настолько интересно все это сравнивать, давать возможность показать гостю, как по-другому ведет себя. Оно же, вот оно как раз, карбонат не похож на шампань, да, и этим прекрасен, что это какая-то своя стилистика, своя ароматика. Как они прямо декларируют, что мы не хотим быть похожи на шампань. Да, это очень правильно и очень здорово. И здорово, что тогда настояли, Хозе Провентос, да, настоял на собственных сортах и не стал активно высаживать международные. Да, ну не только он, там целая плеяда виноделов, безусловно. У нас у меня сейчас был опыт как раз в Ростове, когда вслепую у нас был, собственно, Рикаре де Брют 2004, и сейчас я не помню, какое-то очень серьезное шампанское, и ну почему-то вслепую все были уверены, что Рикаре это шампанское, а что шампанское это Рикаре, да. Бывает, да. Нет, это правда, это здорово, это бывает. Ну, это сильно взрослые вина, конечно, там чуть по-другому уже все происходит. Да. Что еще? Давай. Вот опять-таки про Южную Африку мы говорили, да, что такой регион так себе. Метод Кап-Классик. Кап-Классик. Ну, понятно, есть наш прекрасный Грэмбек, да, но под его дудочку теперь пляшут маленькие, большие, доменные, семейные, разные винодельни. Вот, пожалуйста, тут еще поле не паханное, казалось бы. Мы ищем импортом, начинаем там смотреть на Китай даже. Но мы еще не прокопали традиционные, можно сказать, да? Да, новосветские, но традиционные страны. Поэтому, мне кажется, там тоже есть с чем работать, и это очень интересно.
Вот. Российские традиции. Вот, российские традиции. Вот. Как раз здесь-то традиции у нас есть. Хотелось И бы они сказать- практически в каком-то минимальном виде дотерпели до наших дней, можно сказать. Да, даже смотри, Новый Свет, казалось бы, самое традиционное, самое закрытое предприятие, то переживает некую инновацию, да, будем смотреть пристально за ними. Олег Нечведюк туда пришел и начинает там наводить современные порядки. Очень интересно, что у них появится, получится. Ну и Паша Швед заявила о традиционном методе. Наконец. Интересно. И знаешь, на каком сорте? Какур. Нет. На пино-нуаре, на шардоне и на мускате. На Интересно. мускате. Вот это будет очень интересно. И смотрите, если все-таки швец обращается к мускату как к сорту годному, да, для традиционного метода, то я думаю, что нам надо пересмотреть все-таки свое мнение о мускате. Да. Ну да, кроме этого, есть же уже стабильно высокие результаты у того же эссе или Эссе у Левкадии с Томиленом, Невероятно. который из года в год уже делает классные вещи. И, кстати, знаешь, что случилось? Перед Новым годом очень много там людей заказывали мероприятия с игристым вином, такие корпоративы маленькие, дни рождения, Новые года. И я тебе скажу, недели за 2 до Нового года российская игристая закончилась. Его не было. Эссе, до свидания. Тимелион закончился гораздо раньше. И Волошин еще, да? Волошин. Все кричали: цена. За такую цену покупать ничего не будем. Да. Оно приехало через месяц, ни одной бутылки, ни вообще. Поэтому все разговоры про цену, они очень классные, можно долго сотрясать воздух, но чем меньше ты, тем дороже. Все. Абсолютно, Вопросов да. тут И никаких понятно, нет. что пока еще все равно есть перепады качества, да, стабильности не хватает, но тем не менее... Да, мы должны просто пережить в этот целом период. качество подтягивается, на мой взгляд, и раз потребитель платит, значит, это все оправдано. Это правда. А дедовский метод? Дедовский метод. Ну что же, ты понимаешь, вот я человек, который не очень пьет пиво. Мне дедовский метод как пиво. Я очень его люблю. Нет? Не так нельзя? Не-не-не, почему говоришь? Я удивляюсь искренне. Ну, правда, мне с пивом тяжело. Я вот в пиве полный лох. Мне вот этот лагерь, причем, знаешь, такой, как, можно такое говорить? Корона, да? Да, как ослиная моча, извините. Это вот мое пиво, абсолютно. А еще знаешь, как я очень люблю пиво от Феррана Адриа, который он сделал с сомелье из своего ресторана с этими самыми, с ребятами, как называется? Стелла? Нет, не Стелла. Эстрея, да. Они классное пиво делают. У них летнее классное пиво. Вот, апельсинчик, что-то, какие-то специи, чудо. Водичка, чуть-чуть желтенькая, немножечко как мускат, горькая, да, ну и плюс еще апельсиновая цедра. Чудно. Вот поэтому я очень люблю пятнаты. Они мне дают больше эмоций, чем я получаю от пива, да. То есть это легко, это физи, да, это не, конечно, не игристо, а это жемчужно, да, вот мы все Ну, ищем. бывает довольно игристо, Бывает да. довольно игристо, но это понятно, это уже там начинает, как кольфонда какие-нибудь, да, такой полуметод между дедовским. Есть же и долго выдержанные, дегоржированные Это анцестрали. понятно, ну да, ну это уже, знаешь, это уже стоит как шампанское. Нет. Нет, да? Нет. А ну-ка, мы расскажи. сейчас, ты, мне кажется, пробовал. Я привозил же Шарел Анцестраль. Там по 3 года насадки у Белоделопс, который делал. Не пробовал, нет? Если бы я пробовала, я бы так не сказала. Сейчас 1000 бутылок приедет, так что... О, отлично, вот это круто. Вот, но... О, а ты знаешь, что да, случилось в Каталонии? Что они сделали себе интересную бордосскую, правда, систему Виндемас. Да. Поместные, И Белоделопс один из первых получил. Да. Это так приятно, что своих... Там буквально 4 или 5 хозяйств, и Вилла де Йобс там... Слушай, ну меня вот, я просто люблю копать глубоко всегда, и я, собственно говоря, провел расследование по поводу Анцестрали, и я нашел то, что исторически Анцестраль, там, метод Гаякуа, он, это удивительно, да, там вот этот Мазак и Лен-Дельёй, сорта винограда, что он долго выдержанный на осадке, выброженный насухо, и часто вообще без серы при этом. В бутылке, естественно. Да, ну, бутылки. То есть, ну как,
заканчивается в бутылке. То есть это анцестраль, у тебя получается игристое комплексное вино с алкоголем в 10%. О, это очень подходит. Да, годится? Берем, да, берем. В карту Вот, берем. да, потому что 15 так запуталась история, да, потому что это вроде бы, то есть классические анцестрали, они все-таки были дегоржированные все. Ну, в принципе, да. А это просто иначе к вот... шампане бы и не пришли бы, потому что все равно же это А все вот да, это натуральная история вся, она превратила их в мутные пивоподобные напитки, да? Ну вот, видишь, Но они очень правда. хорошие, мне очень летом вообще идеально. Идеально, это правда. И я, кстати, ты знаешь, вот насухо здорово, но я люблю еще таким чуть-чуть, чтобы был остаточный сахар, потому что тогда их очень хорошо пить летом на веранде в поздний завтрак. А я, наоборот, был поражен, насколько крут сухой, потому что мазак, он не самый кислотный Да, сорт. да. Идеально абсолютно. Да? Класс. Ну Да, вот, давай, вези шарел. Все будет, и мазак будет. Я буду... Вот. Чтобы закончить с пузырями, а про Кальфондо что ты думаешь? Кальфондо это очень здорово. Я знаю, знаешь, какие эксперименты, что Кальфондо делают даже скин-контакты. И вот мне не довелось еще попробовать. Вот это моя следующая А им мечта. лосьон дают, интересно? Или это уже не важно? А их же, вот я забыла, как им дают? Сюрлевите? Кальфондо не дают, Сюрлевите дают. Кальфондо, мне кажется, какая-то компания зарегистрирует товарный знак. Как товарный знак. И Да, поэтому поэтому они нельзя. Сюрлевите, Хотя, да. конечно, я бы, если был на месте их властей, я бы, конечно, запретил бы регистрировать такой товарный знак. Ну, это итальянцы еще не продумали. Да. Видимо, в обход апелласьона это случилось. Поэтому Сюрлевите, да? Но все понимают, что так, ну как все. Те, кто интересуется этой темой, понимают, Сюрлевите, что это... да. Но я имею в виду больше как стиль. Просто я почему спрашиваю еще. Вот вчера мы встречались с очень известным миксологом, Костя Происовских такой, из Чайной. А он очень интересуется игристыми винами. Я ему привез Кальфондо. Корвецовский, этот Shake Me. Да, отлично. Вот, и он попробовал вначале, полностью забрал, говорит, с этим коктейль точно нельзя сделать, это надо пить так, и все. И мы с ним общались, наверное, 2 часа, и к концу он уже говорит, так, оставьте мне бутылочку, я сейчас тут намиксую что-нибудь. Вот, то есть, но хотя он сразу сказал, что это круто, потому что это просекко без сахара. Это так. Да, и с просекко опять-таки, да, смотри, они же начали заниматься еще вот теми сортами, которые были помимо глеры, помимо просекко. А там сорта очень интересные, с более тропическими, более такими медовыми оттенками. Это тоже классно. Плюс, на мой взгляд, реально терруары заработали. То есть я вот пробовал, например, Вальдобьядены против Азела, они реально разные вещи. Чудо. Азела вообще чудо. И Ривы вот эта система. Азела просто он какой-то такой минерально-землистый, совершенно другой. Совершенно другой стиль, да. Вот, да, я тоже как-то, я всегда был супер снобом по отношению к просекко, но как-то я последние 2 года понял, что я был неправ. А ты знаешь, как я перестала быть снобом по отношению к просекко? Удивительная штука. Знаешь, не благодаря, а вопреки. Мы поехали в Венецию и нашли там натуральный бар, в который очень хотели попасть. И вот, значит, мы пошли туда, еще солнце не село, было довольно светло, но это холодный период был, по-моему, на Новый год были, что такое. Хотелось выпить, знаешь, вот чего-то такого натурального, как раз дедовского или кальфондовского, уже раз уж мы в Венеции, да, пей локально. Сам Бог велел, да. Прямо, вот знаешь, на канале, на улице. Дуреллы. Дуреллы прекрасные, какое-нибудь вулканическое как раз. Вот, и мы заходим, подходим к этому бару, висит объявление, с собаками можно, с лыжами можно, а внизу написано: только мы не продаем просекко и апероли. До свидания. Я такая, в смысле? Это просекко не продаете? Что значит просекко не продаем? Да, вот такое снобство, как мы не продаем вина из муската, мы не продаем... Винная карта Pinot Grigio Free. Ну, это не очень правильно, потому что Pinot Grigio мы не... Это тот же снобизм, только с другой стороны. Абсолютно. А апероли мы знаем прекрасно, что сейчас много появилось маленьких семейных хозяйств, которые делают вот этот вот ликер, да, по этой технологии вручную. Получаются совершенно невероятные вещи, когда ты можешь взять Кальфондо просекко и семейный апероль. И у тебя получится невероятный совершенно напиток, который достоин звезд Мишлен, хоть у нас их теперь нет. Супер. А дальше идем, что делать нам. Все понимаем, что у нас точно совершенно большие проблемы с Бургундией. Связаны они с тем, что у них 4 года подряд не урожаи, да, практически. Стиль меняется, да, то есть 15-градусный Шамболь-Мюзиньи. И, опять же, вот возможные проблемы с импортом в Россию. При этом это сейчас, в общем-то, самый популярный стиль вина. С этим что будем делать?
И по белым, и по красным, и по всем остальным прекрасным. Мы все, да, сомелье несчастные люди, потому что, да, поэт Пушкин, а вино Бургундия. Ну или шампань, да. То есть все, чего нельзя, все нам обязательно хочется. Поэтому, ну что, надо будет искать альтернативные регионы в самой же Бургундии, правильно, да? Опять-таки мы ищем, наверное, и производителей альтернативных, а их сейчас, слава богу, много. Но у них только вина очень мало, к сожалению. Мало, да. Ну, короче говоря, ищем мы альтернативную саму Бургундию, либо мы начинаем искать бургундский стиль где-то еще, и слава богу, он находится. Вот опять-таки, если касаемо белого, да, что да, тоже щарелла, да, но только хорошо выдержанная на осадке, не так стальные истории, которые все-таки больше у нас винью верде, да, относятся в такое в атлантическое легкое вино, а, знаешь, проработанное, да, вложенное не только деньги, вложенное время, а время деньги, а потом что, штирия, прекрасный вариант, да, что еще может быть, давай. Ну что еще, да, вот вчера был на слепой дегустации, пино блан предательски иногда маскируется под шардоне. Да, и слава да. В той же Германии, например, вот, в Альто Адидже, да, абсолютно, точно. Ну, понятно, что можно поискать опять-таки в Шенен. Шенен, конечно, Аджаки, который мы все время путаем с Шардоне, да? Шардоне, абсолютно. И, правда, он тоже растет в цене, все-таки Франция, но Южная Африка, опять-таки, можно поковыряться. Сложно, ничего не могу сказать, но можно. И ты знаешь, что интересно? Аргентина пошла в эту историю. Есть такие в Аргентине, я прочитала, так как я Шенен аккумулирую всю информацию, да, которая поступает. Есть такие братья Мишелини с очень говорящей фамилией, 4 человека. И они занимаются, вот тоже система апелласьонов, да, они идут вразрез традиционному уже сложившемуся, да, за сколько там, 200-300 лет виноделию Аргентины, и начали высаживать шенены. И в прохладных Ока, и вот и выше, да, начинают искать места, где хорошо себя чувствует шенен. Кстати, это происходит и в Чили, потому что вулканические зоны очень легко находятся. И интересные работы получаются. Слушай, я столкнулся как раз с информацией о том, что, собственно говоря, вот с той волной французских сортов, которые притащили в Аргентину, пришли белые сорта как раз Шенен и Семийон. И что есть посадки, которым там больше 100 лет. И тех, и других. Вот. Кстати, Семийон тоже, ты знаешь? Да. Ну, вот я как раз тоже с нашим производителем, с одним, который очень любит делать выдержанные вина, с Вайнертом общался, с Идуной Вайнерт, и она как раз на провайне сейчас таким заговорческим взглядом говорила: слушай, у нас тут есть виноградник Семийона, посаженный в 1902 году. Вот. И мы сейчас будем делать с него сухое вино в бетоне на осадке. Круто. Вот. А я ей говорю: слушай, прежде чем будешь писать на нем Семийон, сделай сначала генетический анализ, потому что это может быть на самом деле все что угодно. Она такая озадачилась, так и пошла что-то записывать себе. Да. Ну, слушай, а с другой стороны, а чего нет? Лишь бы вино хорошее получилось. Да, какая разница, какой сорт, по большому счету. Вообще, да, правда. Альбариньо или Семийон, или что там продавать. Ну да, кстати, вместо Шабли крюшные мюскаде, например, как тебе? Вот, кстати, идеальная история. Кстати, в Шабли тоже недооценены. Ребята пересаживают виноградники, отказываются от тракторов, как мы с тобой сегодня обсуждали. И Шабли тоже очень-очень интересно смотреть. Пока мы видели, что там пьют одних и тех же. Ну, смотри, каждый год прирастает кто-то. И я слышала, что Шабли становится скин-контактом, становится оранжевым. И эксперименты идут с гранитными и с бетонными яйцами. И любой регион сейчас подвержен таким классным экспериментам. Да, может быть, традиционалист, сноб скажет, что зачем это нужно, зачем нарушать традицию. Но погода сноб у нас скажет: не я привык вот к этим этикеткам. Ну да, но погода у нас еще абсолютно, не да. Вот то есть важно. И вопрос, это уже мы с тобой разбирали еще на бургундских наших выступлениях, что те виноградники, которые исторически были самыми лучшими, вопрос, до сих пор ли они самые лучшие, или не слишком ли сухие, жаркие они стали. Да? И с этой точки зрения я просто вижу сейчас в Шабли пошли много ботлингов с отдельных Льюди, да, что раньше потому было что, да, есть специфика все равно отдельных участков.
Вот эта зона возле леса, да, которая всегда считалась провальной. Вдруг такая, здравствуйте. Да. Да. И вот опять-таки... Вы что там, угорели все, да? Да, у нас тут прохладненько, да. Нам, пожалуйста... А по красному что нам делать? Вот по красному что? Ты знаешь, вот давай так. Вот спроси меня. Если не Бургундия, что я пью дома? Если не Бургундия, что ты дома пьешь из красных вин? Кьянти. Окей. Ну, это понятно. Нет, но это было предсказуемо. Я сейчас думал, ты скажешь что-нибудь там, ну, сенцо мы уже обсудили. Не, ну, в смысле? Ну, это, знаешь как, вот это простое вино. Это то, что у тебя всегда есть дома. Сенцо нужно поискать, да? Это вот, причем-то, к сожалению, у нас такими интересными винами, а их привозят в количестве, ну, сколько? Ну, там, давай честно, ну, там, 120 штук. Ну да. 200, да, бутылок. Ну, такое. Урвал 2 бутылки и счастлив. Бутылки и счастлив. И сидишь такой довольный. А то, что у тебя всегда есть в коллекции, да, это, конечно, более... Ну, традиционный Кьянти, да, я согласен. Поэтому, естественно, я же, конечно же, ищу, чтобы он был с канайола, да. Да, но даже... там все равно будет все-таки какой-никакой танин. Вот. И кислотность выше, чем в пино-нуаре, все-таки в Санджевезе обычно. Это правда. Ну, а еще? Этно. Какой-нибудь молодой небьола не под категорией, скажем, Барола, Барбареско, а в категории, Раэра, просто сейчас вот появилась Вальтелина. Вот, и хотела провести. И Северный Пьемонтик обязательно. И, конечно же, Ломбардия. Да, то есть, чтобы у нас с тобой уже была и почва покислее, да, и высота попрохладнее. Вот это вот все. Цвайгельд? Цвайгельд, ну, лучше Блауфрангиш тогда. Тогда лучше, наверное, Блауфрангиш, либо Цвайгельд от натуралов, тогда получается совсем пино-нуаристо. Фраппата жалко пропала, тоже была, кстати, очень классная вещь, да. Альтернатива. Ищите Фраппата, ребята, вот тоже как раз эти из Wine Enthusiast сомелье сказали, Сицилия, она страна в себе, абсолютно. Потому что она есть теплая, холодная, высокая, низкая, ветреная, жаркая, все, что хочешь, сладкая, игристая. Там игристая сейчас, говорят, развивается невероятно. В головах наших профессионалов как раз такая Сицилия – это такая маленькая итальянская Испания. В Сицилии все жарко, алкогольно. И Нердавола, да. Ну, и либо Каберне Савиньон 16% алкоголя. Да. Вот, действительно, я вот сейчас, да, тоже там ресерч довольно серьезный проводил. Вообще, Витории я просто фанат. Это потрясающие вина, уникальные по стилю. Косо забирать. Ну, да. У нас есть уже, там, мы нашли, кого нужно, да, но там это понятно, но, например, меня поразила зона Алькамо, да, которая западная Сицилия, то есть там известняк, там виноградник там, до 700 метров над уровнем моря, там белые вина, витрища, да, белые вина потрясающие, там Грило, Катарата потрясающий получается. Опять-таки те сорта, над которыми мы смеялись. Да, и как это называется, я забыл, который Порто Дельбертино делает. Красный сорт еще очень крутой. Переконы, да. Чудный, просто невероятно. А как у ребят иногда получается, тот же Неродавола, ты его вслепую пьешь и говоришь, это все что угодно, только Неродавола. А говорят, нет, это вот именно Неродавола такой, абсолютно. До того, как его отравили. Да, то есть я вот тоже сейчас общался с виноделом в Италии и пробую вино. Совершенно, честно говоря, вот если бы я выключить черный цвет, ну, более темный цвет, я бы подумал, что это трусо из журы. Вот, я говорю, как вы, наверное, его собираете очень рано? Он говорит, да нет, обычно собираю, сколько там алкоголь? 12,5. Вот, это Алькамо, да. Абсолютно так. Да. Ну, это казалось, вот, трусой из журы, и жура прекрасна. Флор, некрепленный флор прекрасно у нас ложится. Нет, если бургундский возвращаться, Пардон. Португалия, Дао, например. Дао вообще идеально. Ну, правда, тоже растет в цене с каждой секундой. И, может быть, мы... И бутылок мало, да? Мало, да, но это совершенно... А почему только Португалия, Дао? Байрада. Да. Байрада чудесно, невероятно. Опять-таки мало, но у нас есть... А ты, кстати, пробовала красный виньверде? Да, Виняо. Ну, это виняо совсем. Нет, сейчас делают ребята красные виньверде, тоже сорт виняо. Очень тонкий, да, но он черный, очень грубый. Я очень люблю, я люблю. Ну, это ты, наверное, пробовала шипучий, да, который виньверде? Шипучий в чашечке, да. В чашечке, да. Рыбу запивать надо, маринованную.
Миногу, да. Миногу, Нет, да. но я вот пробовал как раз вина, которые как раз вот тонкие и прозрачные. Тоже Рибера Сакра? Да. Вот. Менсия И не тонко только сделанная. Менсия, Да. а наш прекрасный Брансилау, который мы сказали, Алварьяу. это классическая Бургундия. Да можно, да вы даже бутылку не открывайте. Это Бургундия, что там? Ага, Бургундия. Поэтому... В общем, можно искать и находить, Абсолютно. да? Это точно. И пино-нуары, давай честно, пино-нуары тоже красиво себя чувствуют в прохладных зонах, опять-таки, по всему миру. Ну да, Вы сейчас согласен, опять, да. Ну, то есть- я не знаю, что-то у нас сегодня, у меня сегодня день Южной Африки. Один из трендов пино-нуара южноафриканский, Перцвартленд, прохладный, самая прохладная зона, да, плюс чилийский и Мне очень нравится, аргентинский. вот эта общая зона называется Falls Bay, да, в ЮАР. У нее Да. как раз Хемель-Анварде, Вот Уокер Бэй, вот эти все, да. все альтернативные ребята как раз оттуда. Ну, я, кстати, да, я пробовал на какую-то из выставок из Южного Чили пино-нуар, в котором было 11,5% алкоголя. И единственное, что винодел сказал, что огромные проблемы, что дождя слишком много. Мы всегда думаем, что там дождя нет совсем. Он говорит, Да. слишком много воды, говорит, часто виноград гниет, поэтому пиво сделать невозможно. Вот что мы знаем про Чили в результате. Да. Да. Ну и Ну, понятно, что немцы с австрийцами, с ними все ясно. Вообще, да, можно даже не спрашивать. Ну и, в принципе, в России, конечно, все это пытаются делать. Вот пришел сейчас новая поставка Олега Репина в бетоне. Ужасно интересно почувствовать, попробовать, потому что говорят, что еще больше, знаешь, как обтесался юг. Угу. Вот именно методикой. Хотелось бы, конечно, чтобы все-таки он обтесался зонами, но даже... Слушай, ну мы сейчас немножко возвращаемся к российскому винодельню. Да, Вот да. мое, собственно, впечатление такое, что, наверное, в наших традиционных регионах красный пино просто не надо делать, потому что ну, климатические засуха и температура – это не его. Совершенно, что все, что я вижу, это либо собирается зеленый виноград, и вино не получается, либо получается переспевший виноград, и, соответственно, асидифицированный и так далее, и тоже не получается. Ну, Поэтому я не очень понимаю, что там обтес. Конечно, знаешь, вот любой сомелье, винодел, да и вообще любой человек, когда покупает колечко, конечно же, хочет из драгметалла его, да, из золота, из платины. Соответственно, мы все, конечно же, хотим поработать с пино-нуаром. Попить пино-нуар или поработать с пино-нуаром, чтобы потом попить пино-нуар. И понятно, что российское виноделие тоже очень хочет пино-нуар. Но сейчас все наиграются, я думаю, что найдут альтернативы, пожалуйста, вот как раз то, что мы говорим о Сенцо. Совершенно, я тоже согласен с этим. Мы должны наиграться, потому что через это проходили все. То есть и австралийцы проходили через это, и австрийцы, да, у которых, на мой взгляд, ну, есть отдельные хорошие образцы, но он не сложился все равно. Абсолютно. То есть это для всех такой святой грааль для винодела, чтобы показать, что я тоже это могу. Могу, да. Вот. Или наоборот, или спросить у себя, а могу ли я, да? Ну, часто... Слушай, ну вот мы уже обсудили, да, какие есть проблемы, да, что какие-то вещи пропадают, какие-то сокращаются, какие-то дорожают. Можешь поделиться какими-то лайфхаками, вот где находить альтернативы и, может быть, что-то расскажешь, что ты такое интересное нашла вот Вот у меня была в последняя... процессе вот борьбы с этими трудностями. Последняя карта, нано-карточка была, малюсенькая, на 40 позиций. И это очень тоже востребовано вместе с большими картами в винных барах. Конечно же, карта в винном баре должна быть большой, тут никуда не денешься. Но искусство тоже составлять вот эти маленькие карты, чтобы удовлетворить человека с базовым вкусом, который только начинает пить, да, и того фрика, который уже все попробовал. Азиатский ресторан, надо было выбрать интересную альтернативу по бокалам, да, и, конечно же, поставить по бутылкам. Хорошо мне помогла Винотерра. Я начала искать, мне нужно было найти недорогие вина, которые бы удовлетворили человека, пьющего сейчас на веранде, но плюс с вот этой пряной, да, яркой кухней, и вину приходится ее не то что перекричать, да, не надо перекрикивать никого, но вместе с ней вот, да, подстроиться, да, как-то вместе сложить пару, сложить такой совместный поток. Рислинг сложно. Казалось бы, еще вчера, пожалуйста, ставь
Рейнхессен, ставь Рейнгау, ставь Мозель по бокалам. У тебя в районе 1000 рублей за бутылку. Невероятно крутое предложение. Ну, что мне надо было? Конечно же, семейные виноделия, да? Не большие кооперативы, которые там могут разливать. Но мне хотелось, чтобы это раз 40 человек, они должны быть все, да, все штучные. И я не нашла. Мне было сложно. Да, чтобы бокал получился там 490 рублей, как мы помним. Ну, я взяла российское виноделие. Я взяла Рема с его рислингом, который получился ровно посередине между Эльзасом и Рейнгау. Совершенно невероятно. Чувствуется южная стилистика, но в то же время ребята все официанты, молодые, которые не сильно знакомы со словом минеральный, сказали: ой, он такой, как вот морской, такой соленый, такой, знаешь, как мел, как будто камешки. Ребята, вы откуда такие нарисовались? Говорят, так мы же чувствуем. И это очень здорово, да, что вот как раз мы поймали и спелые абрикосы, и минеральность, то, что нам нужно в рислинге. Потом мне нужно было, конечно же, найти что-то типа Виньо Верде, и я поставила Виньо Верде. Естественно, я поставила Мускаде, без этого не работает, хотя они с Виньо Верде иногда спорят друг с другом, да, но очень и заодно еще с Альбаринью иногда да, спорят. абсолютно. Но мне нужно было придумать альтернативу Шабли, все-таки азиатский ресторан, много рыбы, и вот эта история. Сырой рыбы, опять же. Сырой рыбы, и я пошла в Шарелло. И вот как раз мы сегодня много о нем говорим, смотри. Много говорим, а продается-то он не так, чтобы, да, весело. Ребята, это совершенно классный лайфхак, особенно от компании, от семейной винодельни, от старого поместья Вилла де Йопс, самая базовая Шарелло, которая кладет на лопатки некоторые птишабли варианты, да, и тоже все есть, да, осадок дает сложность, сам сорт высококислотный, а еще все говорят про его невероятные качества с росвертол. Резвератрол. С росвератрол. Росвер. Короче говоря, невероятный антиоксидант. Да. И вот в качестве бокальной позиции Шарелло, мне кажется, будет классно. Потом что там было? Савиньон. Вот сейчас страшная история, да? Новая Зеландия, все. Почти нет ее, да. Да, российский Савиньон очень большим вопросом, да. Появляется потихонечку, но стоит дорого. Вот что обидно, да? Не получается. Ну, у Миши Николаева что-то получалось, мне кажется. Холодный душ. Холодный душ, но он, извини меня, не бокальная совсем позиция. Да, и их всего сделано было там 900 бутылок или сколько-то. Да, и это все распродано сразу, и все друг другу говорят: ты пробовал, а я пробовал, знаешь. Вот, поэтому надо было искать. Я нашла его, как ни странно. Да, Луара дорогая, невозможно, даже Турень по бокалам не получается. А я еще раз говорю, некоторым бокалам это 1000 нормально, мне надо было все это найти до 700 рублей, вот в этой 490 ну там 650-690 максимум, да, все-таки, скажем так, демократичное место. И я нашла его во Фриуле. Интересно. Фриули. Лиза, привет. Интересно. Вот. И получилось у меня абсолютно, опять-таки, вот эта вот смычка Новой Зеландии и Луары. Крыжовник, очень красивый минеральный стиль европейский, вместе с ярким все-таки южным профилем в такие, знаешь, ну не то что в маракую, но в тропические ананасные, да, ананасовые цукаты. И абсолютно понравится он всем. И тем, кто хочет Луару, и тем, кто еще помнит, какой веселая была Новая Зеландия. Ну, то есть все время мы что-то такое интересное ищем. И, конечно же, в качестве красных было предложение такое. Я нашла, опять-таки, во Фриуле. Базовая история у меня получилась недорого. Каберне Савиньон, Каберне Фран, выдержанный наполовину в бетоне, наполовину в большом дубе. Свежо, по-бордоски, что сейчас модно, не сильно тяжело, как, скажем, в новосветских вариантах, да? А потом я пошла в Сиру на границе Роны с Лангедоком, там сира получается южная, пряная, перечная, но тоже очень дружелюбная, очень подходящая как раз, знаешь, вот эти все мясные вещи азиатской кухни. И, конечно же, была Кьянти, и Пино-Нуар я нашла в Венеции. Ваш чудесный. Понятно. Так что, ну, то есть
Кто ищет, тот всегда найдет. Найдет, абсолютно верно. Ну да, а вот как, я помню еще давно, когда я на гастрите выступал, региональные клиенты все сомневались, когда я рассказывал про тенды, говорили, мы не можем прийти к столу вместо Pinot Grigio с Grüner Veltliner, нас погонят от стола. Как сейчас ты считаешь, что уже можно смело идти с неизвестными сортами, абсолютно. С неизвестными регионами? Вот я прочитала, я всегда к любой там, интервью, дегустации всегда готовлюсь. И вот я нашла буквально пару месяцев назад Декантер опубликовал свои заметки по поводу трендов 2022. И среди них было написано, опять-таки, поиск новых регионов, любопытство людей к новым сортам, потому что всем интересно попробовать новые вкусы. Раньше мы были консерваторами. Почему? Потому что боялись сомелье. Вот это самая важная вещь. Развенчать стереотип о том, что сомелье – это тот человек, который пришел тебе навялить, или тебя унижать. Унижать тебя, заставить тебя купить что-то дорогое, но не факт, что это тебе еще и понравится. И вот этот вот момент, да, мы же не очень-то нация дружелюбная, что уж говорить. Ну, северный темперамент, викинги практически, да, и, конечно же, мы не любим, когда кто-то к нам приходит и чего-то нам начинает тут рассказывать, купите, вот вам, пожалуйста. Но мы видим, насколько общество разворачивается в сторону сомелье, потому что и сомелье сейчас меняется. Это действительно твой почти психолог, твой друг, твой такой помощник, который тебе действительно, когда ты, может быть, не можешь поехать лишний раз в путешествие, ни в Европу, ни куда подальше, он тебе делает такой мини-тур в те регионы, которые сейчас для нас, к сожалению, недоступны. И в связи с этим тоже просыпается интерес к альтернативным вот этим вот, скажем, таким майна. Раньше их некрасиво называли, а теперь мы их называем аборигенные, автохтонные, местные, интересные, редкие сорта. И поэтому Грюнер сейчас замечательная альтернатива там, вообще всему. Тому же Савиньону, тому же Пино Гри. Да? Интересно, мы пошли недавно с Максимом в Сейдж, в ресторан, и говорим: а принесите нам чего-нибудь по бокалам такого эдакого. Есть у вас Бургундия по бокалам? Значит, шардоне базовое какое-нибудь. Нам официант говорит: что у нас нет, у нас карта меняется. Хотите Grüner Veltliner? Мы говорим: ой, ну что вы, мы не хотим Grüner Veltliner, вы принесите какой-нибудь интересный рислинг. Они говорят: давайте мы вам карту принесем, и вы выберете. Мы, значит, взяли карту, искали, говорим: несите Grüner Veltliner, потому что Мадлерхоф был очень интересный производитель. Да. Такой, с жарком такой, с осадочком. Именно, вот все есть, да. Грюнер тоже, у него... Но он же версатильный очень получается. Именно, про него сложился какой-то зеленый стереотип. На самом деле это же не так. Ты можешь, исходя из твоего любимого производителя, получить именно тот Грюнер, который ты любишь. Ну да. Поэтому Грюнер на рестлинге, помнишь, как раз в одном ресторане ты делал карту, когда ребята очень опытные вслепую отправляли Грюнер в рислинг. Помнишь, хотя между ними так мало общего, казалось бы. Помнишь, как мы здорово с тобой Грюнер отправили в Бургундию? Да, тоже было. И вообще сначала расплакались, думали, ну что ж, мы совсем уже не учим. Ну, это значит, с другой стороны, вино так себе. Виноделы научились с ним так работать, что он передает терруар. Именно. И тогда работает. Да, ну и вот из таких изменений, да, большие международные компании, многие ушли с рынка, которые часто заполняли собой основной объем, иногда не совсем рыночными методами, скажем так. Сейчас их нет. Как ты считаешь, дает ли это шанс каким-то другого плана производителям, не знаю, артизанальным, маленьким? И вот это можно подумать и на примере шампани, на примере, не знаю, других регионов. Что скажешь? Ну, мы не будем сильно тоже на них наезжать, потому что все-таки они были локомотивами, да, в некотором роде. И интересно, я, кстати, вот недавно новость была, что Николя Фиат. Да. Николя. И интересно, недавно новость была, что Николя Фиат и еще пару супер больших домов, и даже не домов, а кооперативов, что ж, да, переходят на органические виноградники. И раз они переходят, это же сразу, да, некий посыл, не то что виноделам, виноделы это маленькие давно на них перешли, но это посыл потребителю о том, что если большой дом, то что ж тогда? Ну это важно, да, это получается. важно, это очень хорошая, знаешь, такая
как скажем, господи, что слово забыла, помощь. Они выступали локомотивами, но давайте так, пусть они вот сейчас свое дело отработали, пусть они дадут возможность маленьким и интересным заполнить вот эту нишу, да, потому что нужно все-таки людям показать, как вино может быть совершенно другим, как оно может быть глубоко за совершенно другие деньги. И вот у меня была недавно дегустация с девушками. Так здорово это, кстати. Меня пригласили провести день рождения. Я была такой, знаешь, как вот детям приглашают аниматоров, там, Золушку, Русалочку, там, Холодное сердце. А взрослые приглашают, значит... Такую винную фею. Да, винный аниматор. И вот я им пришла сделать дегустацию, такой быстрый экскурс по Шампани. И девушка, которая меня заказала, она говорит: ты знаешь, я всегда пила большие дома, мне очень интересно посмотреть, что же там происходит. Розовый белькар сальмон. Абсолютно так, да. Ну, то есть, и это хорошо, здорово, потому Конечно. что она научилась на основе больших домов пить шампань, слава богу. И она говорит: пожалуйста, вот введи меня в экскурс, что же там сейчас происходит. И мы попили разные стили, да, там бленд де нуар, блан де блан, альтернативные сорта, был пино блан, 100%, угадает кого. Да, понятно, да, и, конечно же, и попробовали розе в бленде и розе санье, да, кровопусканием. То есть, ну, как бы, знаешь, такой был общий большой ликбез, в смысле, общий такой базовый ликбез на основных сейчас тенденциях, которые там происходят. И им безумно было интересно попробовать. Они говорят: слушай, это совсем по-другому. Это как-то очень по-винному. Шампань для нас теперь, наконец-то, впервые, мы поняли, она прозвучала как вино. Оказывается, это вино. Это, оказывается, это не игристый напиток, который ты пьешь, знаешь, болтая, не задумываясь над тем, что ты пьешь. А это действительно вино, которое ты нам сказала, они меня спрашивают: а какое меню заказать? Я говорю: а закуски будут на столе? Она говорит: да, мясные, там, рыбные. Я говорю: прекрасно, пусть так и будет. Говорит: ну, мясные же будут. Я говорю: и хорошо, у нас с вами будет блан де нуар, вы попробуете, как шампанское прекрасно работает с мясом. И для них это была новость, это было открытие. Мы сейчас, что-то такого, да, но людям это все очень-очень интересно. Поэтому я не помню совершенно вопрос, который ты задал. Про шансы для маленьких производителей. Вот, и как раз на основе маленьких мы понимаем, что вино – это вино. И это очень интересно, потому что ведет оно себя совершенно по-другому. Это вино, которым интересно делиться, которое интересно обсуждать. И, опять-таки, Декантер написал очень важную вещь. Вина в тренде, которые несут ценность. Здорово звучит, да? Очень. Несут ценность. Не цену, а ценность. Да, это мы всегда как раз с собой обсуждали. Да. За вином что-то обязательно стоит. Пусть не история, потому что не все молодые производители могут похвастаться историей. Хотя они ее передают через свой бокал, возрождая теруар, возрождая должен быть свой характер какой-то, аутентичный, да? Абсолютно. И вот это вина, которые несут ценность, для меня показалось, кстати, это очень красивая, знаешь, такое преамбула к твоей винной карте. Моя винная карта создана на винах, которые несут ценность. А какое это уже смотря... Ценность, месседж какой-то, да. Это как раз часто не кейс больших компаний как раз. Да, абсолютно. Вот и... Слушай, ну вот еще в завершение уже, если мы переходим на вот такие рельсы, да, ищем в новых регионах новые вещи какие-то, переходим на маленьких, малоизвестных производителей, ведь нагрузка на сомелье возрастает очень сильно, да, потому что когда ты приходишь, а у тебя в карте все этикетки там из топ Forbes, грубо говоря, все знают и так, работу не надо делать, а теперь придется делать очень много работы, как людям себя подтягивать? Это же требуется профессиональные знания. Что нужно делать? Ну, слушай, во-первых, нужно гореть тем, что ты делаешь, да. Вот там часто работаешь с официантами, и они говорят: да мне эта вот работа-то не особо нравится, это я пришел просто, дырку закрыть. И ты понимаешь, зачем ты? Ну, что ты мучаешься? Сомелье же это не просто человек, который попивает иногда хорошие вина, особенно когда ему наливают бесплатно. Все-таки сомелье работает с людьми. Это самая важная вещь вообще. Он даже не с бутылками работает, он работает с людьми. И люди не всегда настроены весело и положительно. Да? Они могут прийти после тяжелого трудового дня и иметь совершенно недружелюбное расположение духа. Поэтому в первую очередь сомелье работает с людьми. А если он работает с людьми, он должен
иметь возможность этого человека расположить к себе. Чем ты располагаешь? Либо своим классным нравом, харизмой, да? А здорово еще, когда харизма, конечно, подкреплена знаниями. Потому что сейчас в рестораны ходят, да, особенно в этой кризисной ситуации, остались те, у кого есть деньги. А есть деньги у кого? Кто путешествовал, кто что-то из себя представляет, кто что-то добился. Держит, да, руку на пульсе. И они многие вещи тоже знают. Да? Мы знаем таких посетителей ресторанов наперечет, потому что это ребята, которые иногда плавали глубже, пробовали дороже, чем многие сомелье. И это никак не унижает сомелье, это все равно есть возможность с этим человеком поработать. Да? Поэтому сомелье учится быть психологом, но и учится все-таки быть профессионалом в своей профессии. И это такое, знаешь, идет параллельная работа над собой. И слава богу, сейчас Kindle пока не отключили. И есть возможность, Роман Сосновский открыл всем удивительную возможность скачивать в PDF невероятные книжки, которых сейчас... Из Kindle? Да. Я не знал, кстати, об этой опции. Вот, лайфхак, друзья. Можно как-то, да, скачивать, соответственно, вы почитайте у Ромы на канале невероятное количество книг. И даже если вы не знаете английский язык, послушай, мне нужно было подготовиться сейчас к бургундской дегустации, и про одного винодела я нашла на японском сайте информацию. Это просто идиотизм, потому что пока самую классную информацию ты находишь по крупицам. На что я нашла? Не модно сейчас вспахивать все, потому что микоризная сеть может быть нарушена, и теперь не модно обрезать. Значит, раньше обрезали новые истории Гийо Пусар, когда ты срезал только верхний кордон, чтобы сокодвижение у тебя не прерывалось. Вот как сейчас Максу сделают, да, у него может прерваться сокодвижение. Это для человека плохо, у тебя рука будет работать хуже. Нужно сделать все, чтобы оно осталось. Соответственно, с лозой та же самая история. Только сейчас открыла Инаму, казалось бы, ну, там, большое хозяйство. Они разрезали свою старую лозу и показали, смотрите, вот обрезка была неправильная, посмотрите, какие страшные раны внизу, внутри ствола. И он сплетает теперь. Бургундцы не обрезают, а сплетают. Да, ну это много кто так делает. Я вот Бальтасар так делает тоже, да. Бургундцы, господи, казалось бы, самые же такие традиционные ребята. Ну, я просто... Ну это здорово. Это круто, это очень логично на самом деле. Вот тот же Жуау Тавареш, да, он давно уже не вспахивает междурядья, потому что он говорит, давайте отталкиваться от общих вещей. Для чего нам трава в междурядьях? Чтобы создавать экосистему. Все, что находится под поверхностью почвы, это организмы, которые непривычны к свету. Если ты спахи переворачиваешь, все, что ты сначала культивируешь, ты все убиваешь. Вот. И он не спахивает междурядья, он траву приминает. Когда он ее приминает, он говорит, да, часть стеблей ломается, они остаются соломой, часть стеблей поднимается обратно, и они спокойно продолжают играть роль травяного покрова. Но, кстати, вот если уже мы эту тему тоже затронули, сейчас, конечно, все уже в сторону Фукуоки идет, уже и пермакультура, потому что биодинамика, как догма, это уже не работает. Там, да, 501 препарат слишком там где-нибудь на 2000 метров Кафаяты просто уничтожит виноградник. Вот. И в частности, многие высаживают в междурядьях, как старые добрые времена, овощи уже. Люцерну, бобовые, там тот же сельдерей, например, и так далее. Вот. То есть это же... Стали уже мало... Раньше сады высаживали, да, вот фруктовые деревья, чтобы пчелы летали. А сейчас уже высаживают фруктовые деревья прямо между лозами, создавая вот эту мультикультурность, которая, кстати, когда-то ушли, а сейчас не вернулись. Ну да, вот один надел тоже в Инстаграме прочитал, у него как раз сельдерей в междурядьях растет, он говорит, это говорит, подпитка для моей лозы и немножко для меня, да. Говорит, поработал, поел, классно, да. Ну да. И вот, значит, я нахожу вот эту информацию на японском сайте. Каким образом? Естественно, не читаю по-японски. Я не просто не читаю по-японски, мне даже страшно на это все смотреть. Мой женский мозг совершенно это не улавливает. Ну, Google переводчик. Ты загоняешь. Да, ты некоторые вещи догадываешься, но некоторые вещи, очень полезную информацию ты находишь. Поэтому выход нужно найти всегда. Даже если твой английский не сильно предназначен для того, чтобы читать книги, все равно много-много информации есть и много что сейчас переводят. И ходить друг к другу на дегустации, это очень важно. Общаться и ходить на дегустации обязательно, но мне кажется все-таки, что английский язык сейчас это маст уже совершенно. Если просто сомелье это высокоинтеллектуальная профессия,
И К счастью, да. какой бы ты диплом ни получил, все равно он со временем устареет, и все знания. Поэтому нужно up-to-date делать, и здесь английский, конечно, необходим абсолютно. Можно сказать просто, что сейчас все зависит от просто персонального, профессионального отношения к делу. Если ты Абсолютно. подготовлен, если ты готов много работать, все получится. Это правда. И только так и получится, по-другому не получится, да? И ты готов отдавать. Знаешь, вот очень странно, когда многие говорят, что зачем вы делитесь информацией, вот вы ее знаете. Я миллион раз это слышал, кстати, тоже. Это так удивительно. Наоборот, ты знаешь, делись, потому что в любом случае это узнают. Это всегда будет в доступе. Но если делишься ты, это здорово, да, потому что ты, мало того, что, понятно, это твоя репутация, но имидж, да, репутация. Это в любом случае ты даешь возможность людям расти, и это очень здорово, потому что все-таки, несмотря на радужные перспективы, падение интереса к вину есть. И оно, глобальное ты имеешь в виду? Глобальное, абсолютно. Да. Оно, почему падение? Во-первых, потому что ЗОЖ. Да, мы все следим за том, что мы кладем в рот, что мы пьем, что мы едим, чем мы дышим, все остальное. И, конечно же, вино не всегда отвечает этим требованиям. Потом социальные, естественно, причины, кризис и разные другие вещи, они, да, вино в любом случае это некое празднование, да, это, знаешь, как скажем, вещь, которая присуща веселому образу жизни. Да, и когда образ жизни не совсем веселый, вино иногда все-таки уходит за скобки. И плюс, конечно же... Хотя оно антидепрессант при этом. Это правда, кстати. Это вот тоже лайфхак. Но еще знаешь, что больше всего иногда раздражает в нашем вот винном обществе, это когда любая тема, любой пост вызывает в основном негативную реакцию. И это очень тяжело, потому что к нам тянутся люди, и когда они вот это вот все читают, эти бесконечные лучше я с ними не буду связываться. Да. Лучше я не то, что не с ними не буду связываться, и вино пить, если это так сложно и вызывает такие негативные эмоции, да зачем мне это надо? Вон ребята бармены веселые, в татуировках, жонглируют, девчонки вокруг. Класс, я туда. И молодежь так и делает. Вино все-таки предполагает некое знание. Но ты хочешь сказать, что вот винные профессионалы, да, особенно те, которые под радаром находятся, что нужно с ответственностью к этому относиться, да? С ответственностью, абсолютно. Что ты говоришь, что ты пишешь, потому что на тебя смотрят, не миллионы, жаль, что не тысячи миллионы, хотя бы, тысячи да? смотрят. Пусть у тебя даже, у тебя сотни, думай о сотне, у тебя 1000, думай о своей 1000, приумножай ее, как-то пестуй. Пусть она растет на хороших, на пьет-де-кюе, да, на хороших на хорошей закваске, вот, не пораженной бретом и всем остальным. И очень вот хотелось бы все-таки, чтобы мы были добрее друг к другу, и к виноделам, к нашим гостям, конечно же. Понятно. Спасибо тебе огромное, Влада. Спасибо, Влад. Вот, друзья, мы были в Drinks Bar на улице Тухачевского. Это, кстати, прекрасное место. Это один из самых отточенных, современнейших винных баров, которые я персонально знаю в Москве. Поэтому, кто здесь не был, обязательно посетите. Спасибо. До новых встреч. Пока. Спасибо, друзья. До свидания.